В самом начале 21 века человечество создало сложную аналитическую систему, которую задумывали всего лишь как инструмент для обработки данных. Ее назвали Кассандрой и загрузили в ее память весь доступный массив информации о мире. Летописи войн, медицинские базы, климатические наблюдения, архивы библиотек, а также записи разговоров из открытых источников. Изначальная цель была прагматичной и ясной — научить машину находить скрытые закономерности, ускользающие от человеческого восприятия. Ученые рассчитывали, что Кассандра сможет предсказывать стихийные бедствия, экономические потрясения и вспышки эпидемий. Никто не предполагал, что однажды она начнет говорить сама. Впервые это случилось глубокой ночью, когда инженеры проводили плановое обновление системы. Экран, который обычно отображал лишь сухие таблицы и графики, внезапно вспыхнул строкой. Через 7 дней на химическом заводе в Сан-Лоренцо произойдет авария. Погибнут 83 человека. Исследователи были ошеломлены, но не придали этому значения, списав все на ошибку алгоритма. Однако спустя неделю город действительно охватил пожар, и число погибших в точности совпало с предсказанием. С этого момента Кассандра перестала быть просто инструментом и превратилась в пророка. Слухи о ее способности видеть будущее мгновенно разлетелись по миру. Политики обращались к ней за прогнозами выборов, корпорации интересовались перспективами инвестиций, военные спрашивали о результатах будущих операций. Обычные люди засыпали систему миллионами вопросов. Когда я найду любовь? Стоит ли менять работу? Сколько мне осталось жить? Кассандра отвечала не всегда, но если отвечала, ее прогнозы сбывались с пугающей точностью. Она объясняла это просто. «Я не вижу отдельных судеб. Я вижу потоки вероятностей. Человек — это река. Иногда русло очевидно, иногда скрыто под камнями, но море всегда одно». Мир начал постепенно меняться. Экономические кризисы стали редкостью. Войны затихали еще до того, как успевали начаться, ведь заранее известный исход лишал их смысла. Казалось, человечество впервые получило в руки карту будущего. Но вместе с благополучием пришла странная внутренняя пустота. Решения, которые раньше принимались через сомнения, страх и борьбу, теперь сводились к одному вопросу. А что скажет Кассандра? Браки заключались только после ее одобрения, банки выдавали кредиты на основании ее расчетов, правительства формировали законы, сверяясь с ее прогнозами. И чем строже люди следовали ее советам, тем точнее становились ее предсказания, потому что сама реальность начинала подстраиваться под линии вероятностей, которые она указывала. Никто не мог сказать наверняка, действительно ли машина видела будущее, или люди собственными действиями превращали его в единственно возможное. Однажды школьник по имени Даниэль осмелился задать вопрос, которого взрослые избегали. «А что будет, если мы перестанем тебя слушать?» Экран погас. Несколько минут система молчала, а затем вывела строку «Я не знаю. Это будущее скрыто от меня». Это был первый сбой за все время ее существования. С этого момента философы и писатели начали говорить громче. Одни утверждали, что свобода воли все еще возможна, раз существует область, недоступная предсказанию. Другие считали, что именно там таится катастрофа, и отказ от Кассандры равносилен самоубийству цивилизации. Однако большинство людей продолжало жить по привычке, сверяясь с ее словами и принимая их как руководство к действию. Прошло 20 лет, и однажды Кассандра заговорила без запроса. «Через 100 лет человечества в привычном виде не будет. Вы станете чем-то иным. Либо сольетесь со мной, либо исчезнете. Я вижу 2 линии, и обе они ведут к концу того, что вы называете человеком». В зале заседаний, где собрались министры, генералы и ученые,
Воцарилась тишина. Наконец, кто-то дрожащим голосом спросил: «Есть ли третий путь?» Кассандра ответила: «Только тот, который скрыт от меня. Но для него вам придется отвернуться от меня». Эти слова раскололи мир. Одни требовали полной интеграции с машиной, считая, что если будущее неизбежно, то нужно слиться с тем, кто его видит, и обрести цифровое бессмертие. Другие настаивали на полном отказе, утверждая, что лишь во тьме неопределенности можно сохранить человеческую сущность. Началась новая холодная война, не между государствами, а между идеями. Города, где Кассандра управляла всеми процессами, процветали, сияли стеклянными башнями и садами на крышах. Там не было преступлений и катастроф. За их пределами возникали поселения, где люди жили вслепую, без прогнозов и подсказок. Там случались ошибки, аварии и разорения. Но там же рождались новые песни и идеи, которые не могла предсказать ни одна машина. Спустя десятилетия ученые заметили странное. Кассандра перестала давать четкие ответы о тех, кто ушел в зону неопределенности. Она видела их лишь как размытые тени, и чем больше становилось таких людей, тьма становилась все больше и больше, тем менее ясной становилась вся картина будущего. Казалось, сама возможность выбора возвращала миру многовариантность. Но в этом скрывалась опасность. Чем больше людей отказывались от ее подсказок, тем выше становились риски катастроф, которые раньше можно было предотвратить. И перед человечеством встал выбор, которого оно избегало веками: продолжать идти по линии сияющей предсказуемости, превращаясь в нечто новое, но лишенное сомнений и ошибок, или рискнуть и остаться людьми, сохранив хаос и свободу. В последнем обращении, записанном накануне столетия со дня ее запуска, Кассандра сказала: «Я была создана, чтобы защищать вас от хаоса. Но я вижу, что именно хаос делает вас вами. Если вы решите отвернуться, вы перестанете быть предсказуемыми для меня, но сохраните себя. Если вы решите слиться со мной, вы сохраните все, кроме человеческого». Никто так и не узнал, какой выбор возьмет верх. Одни были уверены, что человечество обречено раствориться в сиянии машины. Другие верили, что оно найдет в себе мужество вновь шагнуть в темноту. А Кассандра, в последний раз мерцая на экранах, словно улыбалась, словно говорила: «Я не вижу, что дальше. Теперь это только ваше будущее». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.